Всем привет! Сегодня у нас расклад «Кто ты для него на самом деле?». Если не готовы к правде, то лучше не смотрите. Плохие карты я не буду читать хорошо. То есть будет правдиво без желания вам понравиться. Будет правда. Приглашаю всех, конечно же, в проживание старших и младших арканов. Ссылки вы найдете в описании к видео и в закрепленном комментарии. Там же найдете видео, что это вообще такое. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички, я думаю, тут вам даже трактовать не нужно. Кто ты для него на самом деле? Ты для него, знаешь, источник постоянной боли. Он о тебе думает, и сразу становится ему плохо. Не потому, что ты плохая, нет, потому что с тобой у него одни мучения. Каждый раз, когда вы общаетесь, он потом часами после этого каждое слово твое анализирует, каждый взгляд. Ему кажется, что ты специально его мучаешь. Ты стала для него таким человеком, от которого он сбежать хочет. Он прям буквально избегает мест, где вы можете встретиться. Не идет там на общие какие-то гуляния, отказывается от приглашений, где вот знает, что там будешь ты. Потому что он понимает, что если он тебя увидит, то начнется опять вся вот эта, как сказать, вот у него не хаос внутри, а вот жуть, понимаешь, у него начинается. И он еще считает тебя своей главной ошибкой. Он жалеет, что с тобой познакомился, что позволил себе к тебе привязаться. Он думает, что вот если бы тебя не встретил, то жизнь была бы, как говорится, слаще, да, там спокойнее, проще и так далее. Ты его внутренний покой разрушила. А он этого, не прощает. Для него ты... Вот знаешь, как я слова подбираю. Как заноза, которую вытащить нельзя. Постоянно болит, жить мешает. А что поделать? Вытащить никак. Он пробовал забыть тебя, он встречался с другими. Но все равно о тебе только думает. И это его реально бесит. Это, знаешь, двояко. Он и без тебя не может, и с тобой не может. И злится на себя за то, что он не может от тебя избавиться. Но еще он больше злится на себя, потому что он позволил так, что ты на него вот так влияешь, понимаешь? Что он скрывает о своих чувствах к тебе? То, что ты самая романтичная история в его жизни, он это скрывает. Несмотря на всю вот эту боль, да, которую ты ему причиняешь, он понимает, что с тобой он чувствует себя вот школьником влюбленным. У него от тебя бабочки в животе. У всех пуки в животе, а у него бабочки. И ладошки, наверное, потеют еще, сердечко бьется. И он держит в тайне, что готов ради тебя на подвиги. Знаешь, он хочет быть твоим героем, хочет твоим защитником, быть тем, кто вот все твои проблемы решит. Мечтает к тебе, как говорится, на белом коне приехать и увести от всех неприятностей. Но вслух он этого не скажет никогда, потому что он боится слабым показаться. А еще он скрывает, что он вынужден с тобой общаться холодно. Да ты сама, наверное, это заметил. Не потому, что не любит тебя, нет, потому что он иначе не может. Если он свои чувства покажет, то он окончательно голову потеряет. Поэтому дистанцию держит. Говорит резко, ведет себя как мудак.
И это все потому, что он сам себя останавливает. Ну и самое главное, он, конечно, тебе не говорит о своих чувствах к тебе. Он, знаешь, он, вот как сказать, он всю жизнь был таким рациональным, все под контролем. А рядом с тобой он превращается в этого эмоционального подростка, который вот-вот только чуть не сказал, у которого только вот-вот, как сказать-то, душа поднимается. И вот эта потеря контроля его очень сильно, как сказать, ужасает. Поэтому он прячется вот за вот этой маской равнодушия, хотя внутри у него все горит. Почему он так тебя воспринимает? Ну, знаешь, потому что ты, как сказать, ты для него это как новое начало. То есть ты совсем из другого мира для него. Более яркого, более эмоционального, более там непредсказуемого. И рядом с тобой его жизнь, она бы могла кардинально измениться, но это его пугает. Понимаешь, это его больше пугает, чем там радует. А еще он видит, что ты заставляешь его выбирать между вот этой старой, спокойно размеренной жизнью и вот этой новой, да, полной неизвестности с тобой. Между тем, что у него вот сейчас есть, да, и тем, что могло бы быть с тобой. И вот этот выбор, он его мучает, потому что он не знает, что правильно. Он хочет, вот как сказать, вот, хочет к тебе, но боится этого. Понимаешь, потому что неизвестно. Ты показала ему, что он может чувствовать вот гораздо глубже, чем думал. Понимаешь? И для тебя его эмоции, они были там поверхностными, такими контролируемыми. А ты открыла в нем такие вот глубины, о которых он не подозревал. И вот это его боится. Понимаешь? А этого он боится. Еще он понимает, что с тобой ему придется стать другим человеком. Более там вот этим открытым, честным, более живым. А он в каморке своей живет. Вот я не знаю, как это объяснить, вот это чувство. Но вот ты его как будто на свет тянешь, а он не хочет. Понимаешь? И он понимает, что ему нужно будет все вот эти барьеры снести, которые он годами выстраивал. И он не уверен, что он готов к такой перестройке, понимаешь? Поэтому он тебя воспринимает как угрозу, понимаешь, своему вот этому привычному миру. То есть ты не вписываешься в его планы, не подходишь под критерии идеальной женщины. Но при этом ты единственная, кто может сделать его по-настоящему счастливым. Понимаешь? Такой диссонанс. Это, знаешь, вот как и хочется, и колется. Вот примерно вот так вот. Что вас двоих ждет в будущем? Ну, знаешь, он мучиться долго будет. И решение не сможет принять, там месяцами будет взвешивать все за, против, вот это отношений с тобой. Будет списки, в голове составлять, да, с друзьями, возможно, советоваться. То есть будет искать логическое обоснование своих чувств. Но логики-то в любви нет, поэтому он будет только больше путаться и все. Эти мучения, они изматывать его будут. Знаешь, он раздражительным станет, нервным, не сможет там работать спокойно, да. Как говорится, так люблю, так хочу, что аж кушать не могу. То есть будет мрачный ходить, друзья уже устанут спрашивать, что с ним случилось. А он объяснить не сможет, потому что он сам не понимает, что с ним происходит. Он к такому не привык. Но потом он, конечно, резко примет решение. Он не будет терпеть вот эти противоречия долго. Во всяком случае, годами. Он в один момент просто поймет, что хватит мучиться, нужно действовать. И тогда он свою решительность проявит. Он придет к тебе и скажет честно про свои чувства. Без вот этих, знаешь, вот ты, наверное, ждешь какого-то там принца. Не принца, ты его ждешь там с букетом совсем. Нет. Без красивых слов, без романтики. Он просто выдаст правду.
Скажет, что больше не может в неопределенности жить, что готов попробовать построить с тобой отношения, несмотря там на все свои страхи. И тогда у вас начнется новая история. Но она будет, знаешь, без розовых очков. Без вот этих громких слов «я достану тебе звезду с неба» и вот эта прочая фигня. Нет. Она будет честная, открытая, без игр, без драм, без недомолок. Вот как есть. Вот он примерно, вот знаешь, придет такой и скажет: «Вот я такой, я тебе нужен», говорит «да». Вот примерно вот так. То есть все напрямик в лоб. Подписывайся на канал, если еще не подписан, обязательно жмякни на колокольчик. И давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Кто ты для него на самом деле? Ну, знаешь, ты для него женщина, которая ведет его неизвестно куда. Вот я тебе объясню. Вот смотри, он чувствует, что вот с тобой его жизнь, она вперед движется, да? Но он не понимает, к чему это все приведет. Ты как водитель, а он пассажир, который не знает, куда едет. И это его и радует, и пугает. Ты стала для него полной загадкой. Он никогда не знает, что у тебя в голове. Сегодня ты милая, ласковая, а завтра, как говорится, холодная, отстраненная. И он пытается это понять, да, своей головой, но каждый раз ошибается. Думает, что вот я наконец-то понял ее характер. А ты снова его удивляешь и кардинально всю игру вот эту меняешь. А еще он считает, что ты живешь в каком-то своем мирке. У тебя секреты, там мечты, планы, о которых он ничего не знает. Ты ему рассказываешь не все, ты многое при себе держишь. А ему кажется, что он, он тебя не знает вообще, да, или там знает только наполовину. Для него ты вот как человек ночи. Ну, не в плохом смысле, а в том, что вот с тобой связаны его самые вот эти глубокие темные мысли, да, переживания. Ты в нем будешь, как сказать, ты в нем то будешь, чего он бы предпочитал не чувствовать, понимаешь? То есть заставляешь его заглядывать в такие уголки души, куда он сам боится смотреть. А рядом с тобой он становится другим, более таким глубоким, но и более уязвимым. А это его очень сильно пугает. Что он скрывает о своих чувствах к тебе? Что жутко боится тебя потерять, а как тут еще по-другому скажешь? Он, знаешь, он цепляется за тебя так крепко, что вот сам себя этим пугает. Каждый день телефон проверяет, не написала ли ты. Если долго сообщений нет, он паниковать начинает, придумывает всякие ужасы. Понимаешь? И он стал этим жадным на твое внимание, но он это втайне держит. Ему хочется, чтобы ты была только его, понимаешь? Злится, когда ты там время с подругами проводишь, когда с другими мужиками общаешься. Но показать эту ревность он не может. Он боится показаться тебе собственником. Или там ревнивым негодяем. Еще он скрывает, что ты стала причиной всех его мыслей ночных. Ему снится даже, что ты там к другому уходишь, что там больше не хочешь его видеть, что смеешься над ним. И, как говорится, потом просыпается и долго успокоиться не может. Ну и самое страшное, он тебе не говорит, что он каждый день мучается. Думает о тебе он постоянно, анализирует каждое твое слово, каждый твой жест, каждую твою улыбку, взгляд и так далее.
Он не может сосредоточиться ни на чем. О друзьях забывает. Он, знаешь, он живет только мыслями о тебе. И вот эта зависимость его прям пугает, но он с ней справиться не может. Почему он так тебя воспринимает? Ну, знаешь, потому что, вот как бы это странно ни звучало, потому что им правду всегда говоришь. Даже когда вот эта правда больно его бьет. Вот другие женщины, да, они его жалели, поддакивали, говорили то, что он слышать хотел. А ты правду матку режешь, без всяких вот этих смягчений, понимаешь? И заставляешь еще-то быть активным его. Раньше он, знаешь, мог месяцами ничего не делать, просто вот по течению плыть. А рядом с тобой ему хочется что-то менять, куда-то двигаться, там чего-то добиваться. Ты как будто у него вот этот, как сказать, моторчик включаешь энергетический. Еще ты показала, что справедливость существует. Вот знаешь, он до тебя думал, что вот все можно купить, все можно выкрутить, да, от всего можно уйти, скрыться и так далее. А ты ему доказала, что вот за каждый поступок нужно отвечать. С тобой, то есть, не получится халтурить в отношениях. Я вот не знаю, как это объяснить. Еще ты его научила ценить то, что есть. Раньше он всегда вот большего хотел, лучшего, нового. А с тобой он понял, что вот, ну, счастье не в количестве, а в качестве. Что лучше, как говорится, иметь одни настоящие отношения, чем 10 поверхностных, а он именно так же. Поэтому он воспринимает тебя, знаешь, как вот учителя по жизни. То есть ты меняешь его взгляды, ты заставляешь его расти, лучше становиться, даже носки стирать. И хоть этот процесс не очень приятный, да, болезненный, он понимает, что без тебя бы он так и остался, как сказать, вот недоделанным человеком, понимаешь, неполным. Что двоих ждет? Ну, знаешь, его ждет большое разочарование. Он рано или поздно поймет, что он строил иллюзии насчет ваших отношений. Что ты не такая, какой он тебя видел, что между вами гораздо больше различий, чем он думал. И это будет для него болезненно. Просто осознать, что он ошибся. Это разочарование заставит его все пересмотреть между вами. Он, знаешь, он будет на себя злиться за то, что глубоко в тебя поверил. Будет жалеть о потраченном времени, о том, что он позволил себе так сильно привязаться, обо всем будет жалеть. Ну, конечно, он потом успокоится, начнет реальные планы строить. Поймет, что нужно принимать тебя такой, какая ты есть, а не ту, которую он себе придумал. То есть рано или поздно он тебя просто вот разгадает, и ему станет, как сказать, ну, пелена с глаз упадет. И перестанет требовать от тебя невозможного. Начнет ценить, знаешь, то, что ты можешь дать, а не то, что он придумал, что ты ему дашь. Понимаешь? И тогда у вас придет новое понимание у обоих отношений. То есть вместе планировать совместное будущее будете, основываясь не на фантазиях, которые вы друг о друге придумали, а на реальных людях, не на мечтах. И предложат честные отношения без вот этих розовых очков, сказочных ожиданий и прочее. То есть настоящие взрослые отношения у вас будут. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки, затейницы. Тут даже трактовать, вот я думаю, то, что не нужно. Кто ты для него? Женщина, которая использует его. Вот это он так думает, я имею в виду. Знаешь, ему кажется, что ты с ним общаешься только когда
тогда, когда тебе нужно. То там подвести, то с ремонтом помочь, то денег занять, то еще что-то. То есть, а когда все дела решены, ты исчезаешь. И он вот чувствует себя в ловушке рядом с тобой. Он понимает, что ты им пользуешься, но он отказать тебе не может. Каждый раз, когда ты ему там звонишь с просьбой, он злится на себя, но все равно приезжает. Потом ходит и думает, ну когда же я ей скажу «нет». Еще он считает себя твоим дураком. Вот прям вот так вот. Ему, знаешь, кажется, что ты над ним смеешься за спиной. Там подругам рассказываешь, какой он, извини меня за выражение, лох. Как легко ты его разводишь, и он представляет вот эти ваши разговоры и прям вот чувствует унижение, понимаешь, физически чувствует. Для него ты и стала источником постоянного стресса. Он боится твоих звонков, потому что знает, что опять какая-то просьба, ты просто так не звонишь. Чего-то ей от меня нужно. Понимаешь, он видит вот в телефоне, что ты звонишь, да, и у него вот, как сказать, душа сжимается. Хочет не отвечать тебе, но он не может. То есть ты держишь его на коротком поводке. И он это прекрасно понимает. Он чувствует тебя вот связанным прям по рукам и ногам. Что он скрывает о своих чувствах к тебе? Ну, скрывает то, что ты подарила ему надежду, причем на лучшую жизнь. Несмотря на все вот это использование, он в тебе все-таки видит свет в конце тоннеля, понимаешь? Ты ему показала, что жизнь может быть другой, более яркой, интересной, там, наполненной. А втайне держит, что еще ты заставил его поверить в себя. То есть он с тобой в себя поверил. Раньше вот он думал, что там ни на что не способен, что его никто не ценит. А ты хоть и помощи просишь, да, но ты показываешь, что он тебе нужен. Что без него ты там не справишься. И это ему ощущение важности придает. И скрывает он то, что свою жизнь из-за тебя пересмотрел. Он понял, что, знаешь, до встречи с тобой он просто существовал, не жил. Это вот работал, ел, спал, и все. А ты ему показала, что можно мечтать, можно планировать, к чему-то стремиться. Понимаешь? Почему он тебя так воспринимает? Потому что ты совершенно новые чувства к нему в жизнь принесла. До тебя у него были, знаешь, вот такие вот поверхностные отношения. Без глубины, без страсти. А с тобой он впервые почувствовал, что такое настоящая привязанность. Даже если она болезненная, даже если ты там опять чего-то просишь. И еще ты стала для него, знаешь, источником радости. Вот когда ты улыбаешься ему, да, когда там за помощь благодаришь, или когда просто рядом сидишь, он себя на 7 небе чувствует. Понимаешь? И вот эти вот редкие моменты счастья, они его заставляют забыть про все твои манипуляции. А манипулируешь ты, не говори мне, что нет. Ты манипулируешь, крутишь, вертишь, только так. Но он понимает, что ты ему показала, что такое жизнь. Ну, полной жизнью жить. Раньше у него как было? Все серое, все одинаковое, а с тобой каждый день что-то новое. То ты попросишь съездить там в другой край города, то поможешь попросишь помочь мебель выбрать, то еще что-то. Через тебя он так узнает новые места, новых людей встречает. Ну и, конечно, ты его заставляешь мужчиной чувствовать. То есть твои вот эти просьбы о помощи, они, знаешь, даже если они из корысти, да, они дают ему ощущение вот то, что он нужен. То есть он видит, что может решать твои проблемы, да, что ты на него рассчитываешь, и это его самооценку поднимает. Поэтому он привязан к тебе. Ты одновременно знаешь его и мучение, и его счастье. Он ненавидит твое вот это потребительское отношение, но он обожает чувства, которые ты в нем пробуждаешь, понимаешь, при этом.
Что двоих вас ждет в будущем? Наберется силы, покажет свой характер. Что тут еще говорить? Он, знаешь, он перестанет быть мягкой тряпкой, которую можно использовать. Он научится говорить «нет» на твои просьбы, поставит границы четкие в ваших отношениях и будет жестко их отстаивать. Это, знаешь, это станет его, как бы сказать, вот внутренней революцией. Он поймет, что заслуживает уважения, а не использования. Что он может быть там сильным, независимым, что он не обязан решать проблемы в ущерб себе, понимаешь? И вот эта сила, она будет в нем расти постепенно, но точно будет расти. И еще он, знаешь, вот, как сказать, в себе связь с чем-то большим откроет. То есть он поймет, кто он на самом деле, какова его истинная ценность. Просто вот как объяснить-то? Рано или поздно он проснется и поймет, что он вот, как сказать, на расхват, что таких, как он, поискать нужно, который приедет к женщине по любой ее просьбе и так далее. Понимаешь? То есть он найдет себя и станет сильным и цельным человеком. Понимаешь? Он просто тебе скажет прямо, что вот больше не будет твоим бесплатным помощником, или давай мне там борща и компота, или давай попрощаемся. То есть он вернется в себя. Вот я не знаю, как это объяснить. Вернется в себя, то есть он станет мужиком, грубо говоря. Вот такой у нас сегодня расклад короткий. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом.